I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Трагедия в Делфи. 13 февраля 2017 года две лучшие подруги, 13-летняя Эбигейл Эбби Уильямс и 14-летняя Либерти Либби Герман, планировали отправиться на совместную прогулку, чтобы исследовать живописную местность рядом с тропой Мононхай-Бридж, расположенной к востоку от их небольшого городка Делфи, штат Индиана. У обеих девочек был выходной от школьных занятий. Стоял не по сезону теплый зимний день, и Эбби с Либби решили выбраться на природу, сделать несколько фотографий и вместе провести время так, как они любили делать это больше всего. Примерно в 13:45 старшая сестра Либби подвезла их к месту, где они собирались пройтись. Своим семьям они пообещали вернуться на это же место во второй половине дня и попросили забрать их на машине. В 14:07 Либби опубликовала в Snapchat фотографию, сделанную на вершине второго по высоте моста в штате Индиана. Это был последний раз, когда подруги выходили на связь. Когда во второй половине дня девочки не появились в условленном месте, семья заявила об их пропаже в полицейский департамент Делфи и местному шерифу. На их поиски немедленно были направлены полицейские спасатели. К ним присоединились более 100 добровольцев. Используя последние световые часы, власти привлекли к поискам вертолеты, чтобы посмотреть территорию с воздуха. Вечером того же дня сотрудники полиции начали безуспешно пытаться отследить телефоны Эбби и Либби. Шериф заявил, что, по его мнению, устройства либо были выключены, либо разрядились. Примерно в полночь официальные поиски были приостановлены, но волонтеры продолжали их в течение ночи. На следующее утро работа спасателей возобновилась вдоль ручья Дир-Крик и дальше от тропы, по которой шли девочки. Все присутствовавшие молились о том, что Эбби и Либби просто заблудились и их вскоре найдут, но вскоре эти надежды развеялись. Примерно в миле от места исчезновения двух подростков поисковики обнаружили два тела на участке частной собственности вдоль Дир-Крик, к северу от моста. 14 февраля 2017 года, примерно в 13:50, шериф Лизенби, начальник полиции Делфи Стив Маллинс и представитель полиции штата Индиана Ким Райли провели совместную пресс-конференцию, на которой сообщили, что в ходе поисков Эбби и Либби были найдены два тела, но при этом отметили, что они еще не опознаны. 15 февраля в 14:33 власти провели еще одну пресс-конференцию и объявили, что останки принадлежали Либерти Герман и Эбигейл Уильямс. Как именно они погибли, не уточнялось. Семьи девочек были разбиты, местные дети испытывали дикий страх, и родители ближе прижимали своих детей к себе. На телефоне Либби обнаружены улики. Полиция начала расследование этого трагического дела. Сотрудники изъяли телефоны девочек и начали внимательно изучать последние файлы, записанные на них. На телефоне Либби они обнаружили несколько улик. На нем хранилась фотография неизвестного мужчины, который шел по той же тропе в Делфи. Вскоре следователи опубликовали фоторобот человека на мосту, рассчитывая, что кто-нибудь узнает его и сообщит об этом полиции. После чего они начали активно допрашивать свидетелей, чьи машины были припаркованы на стоянке рядом с природным парком, где были найдены тела девочек. Также была опубликована жуткая аудиозапись голоса убийцы, записанная Либби на свой телефон, что привело к появлению тысяч потенциальных подозреваемых, но никаких обвинений все еще не предъявлялось. Somebody knows this voice. Somebody has to know who this guy is. We are begging you to come up and to come forward.
Вскоре в репортаже телеканала Indie Channel под названием «Расследование Делфи. Почему полиция штата говорит, что дело Либби и Эбби не заморожено», один из работников полиции штата Индиана, Дуг Картер, сделал заявление: «Есть человек, который знает, кто это сделал. Полиция знает, кто этот человек. Мы знаем этот голос и эту одежду. Мы знаем, кто убил 2 маленьких девочек в этом тихом месте». 1 марта 2017 года бывший игрок Индианаполис Кольтс Пэт Маккарфи и владелец команды Джим Ирсей пожертвовали $97 тысяч в фонд вознаграждения за информацию о преступнике, которая приведет его к аресту. Позже это вознаграждение было увеличено до $230 тысяч. В репортаже ABC RTV6 ФБР обратилась к общественности с призывом вспомнить 13 февраля, день, когда пропали подростки из Делфи, и задать себе такие вопросы, как, например, был ли среди знакомых кто-то, кто неожиданно пропустил назначенную встречу, оправдывался ли он. Воспоминания людей о любых внезапных или подозрительных изменениях в поведении знакомых могли стать важными подсказками в деле убийства Эбби и Либби. Просто подумайте, возможно, вы общались с человеком, который по необъяснимым причинам отменил вашу встречу, сказал Грег Масса из ФБР. Вероятно, в тот момент он дал вам какое-нибудь правдоподобное объяснение. Мой мобильный телефон сломался, или у меня спустило колесо на машине. Оглядываясь назад, можно осознать, что такое оправдание кажется подозрительным, добавил Масса. ФБР заявили, что часто ключевой уликой может стать именно та деталь, что кажется несущественной на первый взгляд. Человек неожиданно сменил место жительства, начал задавать наводящие вопросы Грег Масса, или изменил свою внешность. Сбрил ли он бороду, подстригся или покрасил волосы, изменил ли свой привычный стиль одежды. Позже был сформирован целый ряд подобных вопросов. У кого-то из друзей резко изменился режим сна, знакомый начал злоупотреблять запрещенными веществами или алкоголем, стал тревожным или раздражительным. Знаете ли вы человека, который особо пристально следит за расследованием? Или человека, который почему-то часто вспоминает 13 февраля и говорит о том, где он был в этот день? Посещал ли ваш приятель те места, где гуляли Эбби и Либби? Делал ли он фотографии троп и моста? Также полиция рекомендовала жителям не расстраиваться и не испытывать лишнего напряжения, если они узнают, что их ложно подозревают в совершении преступления. Приоритетной задачей работы правоохранительных органов был поиск преступника и его быстрый арест, поскольку это могло уберечь от трагических событий других детей, которые живут в Делфи. В то же время никто не должен был испытывать смущения, желая сообщить любые сведения о поведении знакомых, поскольку невиновность человека могла быть доказано всего лишь за пару минут, а все данные оставались конфиденциальными. Первый подозреваемый. Одним из первых основных подозреваемых стал некий Дэниел Нейшенс. Мужчина находился в Колорадо и был арестован за то, что угрожал туристам топором во время их прогулки на природе. Ранее его разыскивали полицейские округа Джонсон в связи с невыполненным ордером о регистрации в качестве сексуального преступника. Однако, несмотря на совпадения, лицу, представлявшему интерес в деле Эбби и Либби, не предъявили обвинения, поскольку не было никаких доказательств о его причастности к этому убийству. Боль утраты. Тем временем семьи погибших девочек тяжело переживали их утрату и отсутствие прогресса в расследовании. В репортаже News 6 под названием «Дочери Делфи. Нерассказанная история Эбби и Либби» дедушка Либби, Майк Петти, рассказал о том дне, когда исчезли 2 девочки. Я не знаю, что произошло там в тот день, была ли у кого-то из них возможность вырваться или убежать, но знаете, я смотрю на них как на 2 молодых солдат, которые прикрывали друг другу спины. Я бы не оставил своего лучшего друга, и они тоже. Между девочками всегда было много общего. Они любили одинаковую музыку, играли на альт-саксофоне в школьном оркестре, занимались фотографией и живописью и незадолго до смерти записались на софтбол. Либби увлекалась кулинарией, и ее семья говорила, что она прирожденный пекарь и что никто другой не сможет испечь такую прекрасную партию печенья с шоколадной крошкой, как она.
Кроме того, она обожала оставлять повсюду различные стикеры с надписями. Ее бабушка нашла на одной из своих курток один из таких со словами «Я люблю тебя, спасибо за все, что ты делаешь». Она никогда не стеснялась выражать свои чувства, за что окружающие души очень любили девушку. После ее убийства одноклассники Либби в знак поддержки подарили ее бабушке и дедушке банки, наполненные стикерами-записками от каждого ребенка в классе. Они очень скучали по девочке и хотели почтить ее память. Семья Эбби Уильямс также не находила себе места. Дайан Эрскин, ее бабушка, сказала: «Мы просто не можем вычеркнуть ее из своей жизни. Мы просто не хотим этого. Мы дорожим ее пальто, висящим на вешалке, и ее туфлями на обувнице, а ее спальня остается такой, какой она ее оставила. Возможно, она вышла за дверь, но она здесь, с нами». Как и Либби, Эбигейл всегда была дружелюбна и радовала всех вокруг своим присутствием, старалась помочь каждому, кто в этом нуждался. Ее самым частым вопросом было «Что я могу для тебя сделать?». В свободное время Эбби занималась декоративно-прикладным творчеством и вместе с тетей вязала шапочки для новорожденных детей. Ее мать вспоминала: «Она все время улыбалась». «Все время». В школе она особенно преуспевала в спортивных играх, и когда записалась на софтбол, ее девушка был так взволнован и обрадован, что специально приехал из Мичигана, чтобы вместе с Эбби отправиться за покупкой снаряжения. Лучшие подруги увлекались детективными историями и даже хотели связать свою жизнь с криминалистикой или работой в полиции. Вероятно, именно поэтому они сразу заподозрили что-то неладное в мужчине, который встретился им в лесу, и смогли оставить такие важные улики, как фото и запись голоса мужчины. Расследование продолжается. Спустя время поиски убийцы достигли национального масштаба. Информация об этом деле транслировалась на 6000 баннеров в 46 штатах Америки. За год следователи получили более 30 тысяч сообщений от населения, которое требовало найти убийцу в любой ценой. Полиция работала по 20 часов в день и проводила бессонные ночи, рассматривая тысячи версий случившегося. Один из руководителей расследования сказал, что это было действительно нелегкое испытание, но каждый раз сотрудники возвращали себя к мысли, что именно сегодняшний день мог стать самым важным. Арест Ричарда Аллена. В знак памяти о девочках жители Делфи установили на своих домах оранжевые фонарики и обязались перед матерью Либби включать их каждый вечер, пока убийца не будет пойман. Возможно, совсем скоро этот момент настанет. 26 октября 2022 года полиция арестовала Ричарда Аллена, которого допрашивала еще в 2017 году сразу после убийства девочек. Тогда он сообщил, что был неподалеку от этой местности, поскольку искал место для рыбалки, но ничего не знает о смерти подростков. Хотя о подробностях его задержания на данный момент известно немного, спустя 5 дней полиция штата Индиана объявила, что ему предъявлено обвинение. Согласно судебным документам, на видео с телефона Либби было слышно, как она сообщает, что у мужчины есть пистолет, а рядом с их телами был обнаружен патрон 40-го калибра. Результаты баллистической экспертизы показали, что он был выпущен из оружия, которое принадлежало Ричарду. Прокурор округа Кэрол Ник Маклелланд заявил, что Аллен не признал себя виновным. Суд над ним, первоначально запланированный на 20 марта 2023 года, был отложен до конца года по просьбе 2 государственных адвокатов, которые представляют его интересы. Дорогие подписчики и гости канала, как вы думаете, будет ли доказана виновность Ричарда Аллена в совершении данного убийства и будут ли раскрыты его мотивы? Или же дело о гибели 2 подростков затянется еще на несколько лет? Свои предположения пишите в комментариях под видео. Ну а на этом моменте я с вами прощаюсь. Всем пока.